Салем Достар! Здравствуйте, друзья! С вами снова Анастасия, и вы на моем канале Узелок. Сегодня буду показывать, как вязать вот такую сумку-ракушку с цветком по середине. Вязала я ее из шнура Yarn Art Macrame, если я правильно произношу. Это полиэфирный шнур, тонкий, примерно 1 миллиметр. В одном моточке 130 метров, и у меня ушло ровно 4 мотка. По размерам сумки. Сумка у меня получилась размером 30 на 25, примерно 26. Сумка получилась достаточно большая и вместительная. Если хотите сумку поменьше, то, соответственно, круг, центральная часть сумки делайте меньше рядов, и, соответственно, боковые части тоже будете набирать меньшее количество рядов. Также покажу, как к этой сумке я связала вот такой ремешок. Для вязания этой сумки мне понадобилось 4 мотка пряжи Macrame Yarn Art, 2 разъемных кольца и 2 карабина. Также я использовала крючок 3 миллиметра. Итак, приступаем к вязанию. Сначала вяжем круг. Начинаем с колечка амигуруми и провязываем 12 столбиков с накидом. Петли подъема тоже считаем. Провязываем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И далее еще 11 столбиков с накидом. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Пересчитываем, затягиваем колечко амигуруми и закрываем ряд самым простым способом. Отмечаю, мы провязали первый ряд, и теперь переходим во второй ряд. Во втором ряду мы вяжем по 2 столбика с накидом в одно основание. 3 петли подъема. Сюда же еще один столбик. Обратите внимание, что вяжем мы за заднюю полупетлю, захватывая заднюю перемычку. Нам нужно, чтобы у нас образовались вот такие петельки, за которые мы будем вязать лепестки. Именно поэтому вязать нужно за заднюю полупетлю. И для крепкости я еще захватываю заднюю перемычку. Вот таким образом. Накид. Вставили крючок. Провязали первый столбик, сюда же второй. И так далее. В каждое основание во втором ряду по 2 столбика с накидом. Это будет второй ряд. Закрываем второй ряд и будем переходить к вязанию третьего ряда. Я отмечаю на схеме, что провязала второй ряд, и в третьем ряду у нас будет 1 двойная, 1 одинарная, 1 двойная, 1 одинарная. Первая будет идти двойная, 3 петли подъема. В это же основание еще один столбик с накидом. Не забываем, что вяжем за заднюю полупетлю, захватывая перемычку. Далее 1 одинарная, опять двойная, то есть 2 столбика в одно основание, одинарная,
И так далее до конца ряда. 1 двойная, 1 одинарная. Закончили вязать 3-й ряд. Отмечаю себя на схеме и приступаем к вязанию 4-го ряда. В 4-м ряду 2 одинарных, 1 двойная. Одинарные вяжем там, где снизу у нас был двойной столбик. То есть начинаем мы с одинарных. Закрываем ряд. Далее 3 петли подъема, это первый одинарный столбик. Второй одинарный столбик. Дальше двойной. Это значит 2 столбика в одно основание. Далее снова 2 одинарных. И еще раз повторюсь, что одинарные вяжем мы там, где снизу у нас был двойной столбик. Одинарный, одинарный, двойной. Снова одинарный, одинарный и двойной. И так далее до конца ряда. 2 одинарных, 1 двойная. 2 одинарных, 1 двойная. Заканчиваем вязать 4-й ряд, переходим на 5-й ряд. В 5-м ряду у нас будет 1 двойная и 3 одинарных. Двойную вяжем там, где снизу у нас была одинарная. Закрываем ряд. И первая у нас идет двойная. 3 петли подъема. Сюда же и еще один столбик, это будет двойной. И далее 3 одинарных. 1, 2, 3. Далее точно так же 1 двойной, первый столбик, сюда же второй. И далее 3 одинарных. 1, 2, 3. И так далее до конца ряда. Закончили вязать 5-й ряд, отмечаю на схеме, переходим к вязанию 6-го ряда. В 6-м ряду у нас идет 1 двойная, 4 одинарных. Вот они, 1, 2, 3, 4. Закрываем ряд. И начнем вязание с 2 одинарных. Одинарные вяжем там, где снизу у нас были двойные. Первый одинарный столбик, это петли подъема.
второй одинарный столбик, далее двойной, далее 4 одинарных, 1, 2, 3, 4, далее двойной, первый столбик, сюда же второй, далее опять 4 одинарных, 1, 2, 3, 4 и так до конца ряда. 1 двойной, 4 одинарных. Закончили вязать 6 ряд. Далее я провяжу еще 3 ряда, 7, 8 и 9. 7 ряд вяжется у нас 1 двойная и 5 одинарных. 8 ряд 1 двойная и 6 одинарных. И 9 ряд вяжется 1 двойная и 7 одинарных. Я думаю, принцип вязания вы уже поняли и провяжете нужное вам количество рядов самостоятельно. У меня это 9 рядов. Мой круг получился размером 18 на 18 сантиметров. Закончили вязать круг. Теперь нужно будет по кругу связать лепестки. Как это сделать, я сейчас покажу. Но перед этим нужно закрыть ряд. Нужно закрыть ряд, заимитировав вот такую петельку. Для этого нитку отрезаем, вытягиваем вот эту ниточку, вставляем между петельками, вот как я показываю, вытягиваем, и нить нужно вернуть обратно вот в эту петлю, откуда она и выходит. Таким образом удобнее перевернуть, вставляем крючок, можно ставить ее сразу крючок под перемычку и внутрь петельки. Захватываем нить, продеваем через петельки. И вот у нас получается идеально закрытый ряд. Мы сделали эту петельку, она имитирует все петли вязания. И далее уже эту петлю заправляем в полотно. Готово, теперь можно приступить непосредственно к вязанию лепестков. Итак, в первом ряду у нас 2 лепесточка, во втором ряду 4, в третьем 6, в четвертом 8 и в пятом 10. В первом ряду у нас было 12 столбиков с накидом, но нас будут интересовать только петельки, которые образовались при вязании. Я нарисую 3. Вот они, эти петельки, в них мы будем крепить лепестки. Лепесток вяжется из 3 петель. В первом ряду он вяжется немножко иначе, как в последующих, но аналогично. Так, 3 петли подъема. Потом 1 столбик с накидом, в следующую петельку еще 2 столбика с накидом и в следующую также 2 столбика с накидом. Далее в следующем ряду вяжем столбиками без накида в каждую вот образовавшуюся петельку по 2 столбика. Готово. Теперь вот эту петлю мы крепим соединительным столбиком к 3 петельке. Вот здесь у нас провязанный лепесток,
И верх лепесточка мы крепим в третью петлю. Прикрепились. И возвращаемся обратно обвязкой рачий шаг. Таким образом доходим до конца. И вот этот край лепестка также крепим в третью петлю. И лепесток готов. Таким образом лепесточек присоединяется к краям основания. Я думаю, это понятно. Во втором и последующем рядах в первые 3 столбика мы вяжем по 3 столбика с накидом. Не по 2, а по 3. А во втором ряду также по 2 столбика без накида. Вот и вся разница. Как потом вяжутся последующие лепестки? Вот мы здесь закончили, соответственно. И вот здесь мы будем вязать следующий лепесток, следующие 3 петельки. Если это первый ряд, то, соответственно, по 2 столбика с накидом. Во втором ряду также по 2 столбика без накида. Закончили здесь, прикрепились, получается, сюда. Потом вернулись обратно рачьим шагом. И здесь также прикрепились в третий. Вот таким образом получается, что лепестки как бы находят друг на друга. Вот и весь секрет. Теперь можно приступить непосредственно к вязанию. Перед этим я заправлю нити. Присоединяем нить, вставляем крючок в перемычку, в эту образовавшуюся полупетельку. Продеваем нить. Провязываем первый столбик 2 нитями. Сейчас кончик можно оставить. И еще 2 столбика. Далее сюда же и еще 1 столбик с накидом. Теперь в следующую петельку еще 2 столбика с накидом. Накид. Накид. И еще раз в следующую петельку. Готово. Первый ряд связан. Теперь столбик подъема на новый ряд. Переворачиваем. И здесь в каждую образовавшуюся петельку между столбика провязываем по 2 столбика без накида. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 и последний. 1 и второй. Теперь смотрим на наш лепесточек. Отсчитываем 3 петельки. И вот сюда нужно будет соединительной петлей кончик лепесточка присоединить. 1, 2, 3. Готово. Теперь возвращаемся обратно
Для этого используем обвязку рачий шаг. Вот у нас петелька на крючке. Вставили крючок между петелек. Вытягиваем ниточку, как бы подкручивая крючок. Провязали следующую. Провязали следующую. И так до конца ряда. Готово. Теперь отсчитываем 3 петельки. 1, 2, 3. И присоединяемся вот сюда. Один, два, три. Готово. Первый лепесток готов. Вяжем следующий. Вот у нас в первом ряду осталось 1, 2, 3 петельки. Переходим в соединительный столбик столбиком в следующую петельку. 3 петли подъема. Сюда же еще один столбик с накидом. В следующую петельку 2 столбика с накидом. 1, 2. В следующую петельку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Первый ряд готов. Столбик подъема на новый ряд. И в следующем ряду по 2 столбика с накидом между каждым столбиком. 1, 2, 1, 2 и так далее. И последний. Закончили. Вот у нас лепесток. Теперь тоже нужно присоединиться к полотну таким же образом, как и здесь, отсчитывая от начала 3 петельки. Получается 1, 2, 3. Вот сюда присоединяемся. Можно вот так загинать, чтобы было удобнее. 1, 2, 3. Присоединились. И далее также обвязкой рачий шаг возвращаемся в начало. Готово. Теперь надо вот этот лепесточек присоединить вот сюда. Также отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. Готово. Получается, у нас готовы вот эти вот первые лепесточки. Теперь вяжем второй ряд. Во втором ряду первый ряд вяжется уже по 3 столбика с накидом. Но для этого сначала надо перейти на новый ряд. Как это сделать? Очень просто, обычными воздушными петельками.
В моем случае хватает 2 петельки, в вашем случае может быть нужно 3. Вот мы перешли на новый ряд. И здесь все то же самое. Присоединяемся к новому ряду. 3 петли подъема. Дальше сюда же еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Так, в следующую петельку 3 столбика с накидом. Здесь получается вместе с петельками подъема 3. И в следующую также 3. 1, 2, 3. И еще раз. 1, 2, 3. Всего в 3 петли мы провязали по 3 столбика с накидом. Столбики подъема тоже считаем. Далее столбик подъема на новый ряд. Переворачиваем. И во втором ряду в каждую перемычку между каждыми столбиками по 2 столбика без накида. 1, 2, 1, 2. Закончили. Также отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. И вот сюда присоединяемся. И возвращаемся обратно рачьим шагом. Закончили. Теперь тут тоже нужно присоединиться в третью. Отсчитываем 1, 2, 3. Готово. Вяжем следующий цветочек, следующий лепесток. Соединительным столбиком присоединяемся в следующую петельку. 3 столбика с накидом. Сюда же еще 2 столбика. 1, 2. Следующую петельку еще 3. 1, 2, 3. И в следующую еще 3. 1, 2, 3. Воздушная петля перехода на новый ряд. В следующем ряду по 2 столбика с накидом в каждую петельку. Готово. Теперь присоединяемся точно так же, отсчитывая 3. 1, 2, 3.
И возвращаемся обратно, также рачьим шагом. Закончили, и здесь повторяем все то же самое. Через 3 петельки присоединяемся к полотну. Соединительным столбиком переходим на следующую петлю, также 3 петельки подъема, 3 столбика с накидом в каждые 3 петли и так далее. Я думаю, принцип вам понятен. Если вам вдруг непонятно, пишите в комментариях, и я запишу дополнительное видео. Но я думаю, я максимально понятно все объяснила. Поэтому провязываем самостоятельно нужное вам количество рядов лепесточков. У меня это 5 рядов. Я вот, видите, 3 ряда не довязала, потому что и так лепестки красиво ложатся, а здесь у нас уже будет идти соединение сумочек. И еще такой момент хочу сказать. Если у вас появился соблазн не вязать лепестки с обоих сторон сумки, я хочу вас от этого уберечь, поскольку лепестки тоже имеют свой вес. Деталь с лепестками, она тяжелее, чем деталь без лепестков, это естественно. И если одна половинка будет с лепестками, а другая без, и вы будете носить сумочку, то она просто будет заваливаться на тот край с лепестками. Соответственно, вид будет у нее уже не такой красивый. Соответственно, если захотели вязать сумку цветок, сумку с лепестками, вяжем с 2 сторон. Все, провязывайте самостоятельно лепестки, и увидимся с вами далее. Будем соединять детали сумочки. Итак, теперь мы будем вязать боковинки сумки. Для этого в любом месте одной из деталей присоединяемся новой нитью, соединительным столбиком. И далее я вяжу 21 воздушную петлю. У вас это может быть другое количество петель. В начале видео я рассказывала о размерах сумки, которые у меня получились. Хотите больше, вяжите больше петель. Меньше, значит меньше. Принцип вязания от этого не поменяется. У меня воздушная цепочка из 21 воздушной петли. И это примерно 10 сантиметров. Теперь присоединяемся ко второй детали, также в любом абсолютно месте, соединительным столбиком. Готово. Обратите внимание, в начале ряда первую петельку всегда пропускаем и начинаем вязать со второй. Итак, провязываем 4 петли соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4. Далее у меня 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И далее снова 4 петли с соединительным столбиком. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся, вставляем крючок в следующую петельку, провязываем
И переворачиваем вязание на другую сторону. Здесь обязательно нужно перекинуть нить. И начинаем вязать за заднюю полупетлю. Также сначала 4 петельки с соединительными столбиками. 1, 2, 3, 4. И дальше 13 столбиков без накида, также за заднюю полупетлю. Провязали и снова 4 петельки с соединительным столбиком. Теперь обратите внимание, присоединяемся мы к полотну также с изнаночной стороны. Готово. Переворачиваем. Здесь я, видите, сразу нитку повернула, но можно и когда перевернете вязание, тут без разницы. И снова начинаем вязать за заднюю полупетлю, все точно так же. Схема одна и та же по всей длине вязания. Первую петельку пропускаем в каждом начале ряда, вяжем 4 столбика с соединительными петлями. Далее 13 столбиков столбиками без накида и потом опять 4. Таким образом вяжите нужную вам длину боковой части сумки, которая будет комфортна для вас. А в моем случае на вход в сумку я оставила 28 петель. Провязала почти половину. Посмотрите, какая получается красота. И у меня закончилась нить. Поскольку вот эта пряжа макраме Yarn Art, она очень такая гладкая, скользкая, то оставляю кончик побольше, чтобы его можно было лучше закрепить.
И присоединяю новую нить. Так, здесь у меня идет 1, 2, 3, 4 соединительных столбика, и остался последний столбик с накидом. Я его провязываю двумя, а затем уже одной. И далее вот эти ниточки, которые остались, их можно будет заправить. И продолжаю вязать. Здесь у меня идут уже 4 соединительных столбика. Четвертый, и присоединяюсь к полотну. И продолжаем вязание по той же схеме. Также я рекомендую вам заправить нити, которые остались после присоединения нового мотка, сразу в полотно, для того, чтобы они не мешались. Я закончила вязать боковинки сумки. Вот что у меня получилось. Достаточно большая сумочка. Если хотите сумку поменьше, соответственно, вы набираете меньше петель. Теперь нужно сделать обвязку. Вот мы закончили. Здесь, например. Либо вы здесь закончили. Это будет зависеть от того количества рядов, которые вам нужно для того, чтобы ширина сумки, вход в сумку был для вас комфортный. И нужно укрепить верх сумки. Я это сделаю обвязкой, обычными соединительными петлями. И нить я обрезать не буду, а сразу начну делать обвязку. Так будет и симпатичнее, и крепче. Вставляю крючок под обе петельки и провязываю соединительный столбик. И так по всему периметру сумки. Таким образом делаем обвязку по всему периметру и встречаемся вот здесь. Провязали до того момента, с которого мы начинали. Теперь нужно закрыть ряд и нужно сымитировать такую же петельку, как у нас обвязка. Нить обрезаем, вытягиваем, вставляем крючок в первую петлю, которую мы начинали вязать, протягиваем ниточку, и теперь вот эту нить возвращаем туда же, откуда она у нас выходила в последнюю петлю. Готово. Посмотрите. И теперь эту нить надо заправить. Переведем ее. Перевели ее на изнаночную сторону. И теперь с изнанки можно ее заправить в полотно. Я уже неоднократно повторялась, что эта пряжа скользкая, поэтому закреплять нити нужно крепко и тщательно, чтобы они потом не вылезали.
Теперь нужно пришить магнитную застежку. Я буду пришивать магнитную застежку леской. Готово. Готово, пришили магнитную застежку. Теперь нужно будет связать ремешок. Для этого нам понадобится 2 разъемных карабина и 2 разъемных кольца. Осталось связать ремешок для сумки. Берем карабин. Я буду вязать в 2 нити, для того, чтобы ремешок получился потолще. Вставляю крючок в кольцо карабина. Натягиваю петельку и провязываю все нити на крючке. Теперь вот эти ниточки можно оставить, впоследствии мы их спрячем в ремешок. Делаем еще одну петельку, провязываем и еще одну. Всего мы провязали 3 петли. Поворачиваем. Теперь во вторую вставляем крючок под обе косички и провязываем столбик без накида. Теперь в образовавшуюся боковую перемычку вставляем крючок и также провязываем столбик без накида. Поворачиваем. Вот это не трогаем петельку. Во вторую провязываем столбик без накида. И теперь у нас здесь 2 перемычки. Под обе перемычки вставляем крючок и провязываем. Поворачиваем. Вставляем крючок во вторую петлю, провязываем столбик без накида. Далее вставляем крючок под 2 перемычки боковые. Провязали. Поворачиваем.
Таким образом вяжем нужную длину ремешка. У меня это будет 120 сантиметров. Мой ремешок готов. 120 сантиметров. Осталось соединить второй конец ремешка с карабином. Давайте вместе провяжем еще один ряд. Вот у нас осталось 2 петли на крючке. Вставляем крючок в кольцо карабина, захватываем нить и провязываем все петли на крючке. Переворачиваем ремешок. Немножко придется здесь постараться, но нужно так сделать, чтобы ремешок сидел как можно крепче. Так, опять вставляем. Снова вставляем крючок в карабин. Теперь тут немножко надо изловчиться, чтобы крючок вставить в среднюю петлю. Вставили, захватили нить и провязали. Теперь осталось провязать последний столбик за боковые перемычки. Также вставляем крючок в кольцо карабина, затем под перемычки захватываем рабочую нить и провязываем. Вот что у нас получилось. Теперь нужно крепко зафиксировать нить. Вот у нас осталась петелька, мы ее вытягиваем. Крепко затягиваем. И будем прятать эти нити в полотно. Теперь можно присоединить карабины и ремешок, и сумка готова.